чем главная ошибка планетарной модели атома Резерфорда и почему она должна была уничтожить Вселенную? Сейчас разберемся. Ранние концепции квантовой физики предлагали красивый, интуитивно понятный, но абсолютно не жизнеспособный образ. Планетарная модель атома, предложенная Эрнестом Резерфордом, где атом описывается как миниатюрная солнечная система, и кулоновское притяжение заменяет гравитацию, а электроны послушно вращаются вокруг ядра по фиксированным траекториям. Проблема в том, что в реальной Вселенной такая конструкция не просуществовала бы и миллиардной доли секунды. Вещество, из которого сотканы звезды, планеты и мы с вами по всем канонам физики XIX века, обязано было схлопнуться в сверхплотную точку еще до того, как вы успели бы моргнуть. Вселенная должна была бы представлять собой безжизненную пульсирующую пыль, лишенную структуры. Но мы существуем. Твердость гранита, текучесть воды и сама биологическая жизнь продолжают сопротивляться энтропии. Этот факт, вытекающий из наблюдений, породил глубокий кризис, расколовший научную мысль начала прошлого века надвое. В 1911 году Эрнест Резерфорд провел эксперимент, навсегда изменивший архитектуру реальности. Обстреливая тончайший лист золота тяжелыми альфа-частицами, он ожидал, что те пройдут сквозь материю, подобно свету сквозь стекло. Тогда господствовала модель Томпсона, известная как пудинг с изюмом, где положительный заряд и масса считались размазанными по всему объему атома. Однако детекторы зафиксировали нечто невообразимое. Ничтожная доля частиц отскакивала назад, словно натыкаясь на монолитную стену. Это означало, что вся масса атома и весь его положительный заряд сконцентрированы в невообразимо малом, колоссально плотном центре, ядре. Вокруг этого центра простирается абсолютная, звенящая пустота. Если мысленно увеличить атом до размеров Солнечной системы и взять за ядро Солнце, то электрон вращался бы далеко за орбитой Плутона, и на всем этом пути в миллиарды километров ему не встретилось бы ни единой пылинки вещества. Планетарная модель родилась как триумф человеческого разума. Отрицательно заряженные электроны вращаются вокруг положительного ядра, удерживаемые кулоновскими силами притяжения, в точности как планеты подчиняются гравитации Солнца. Интуиция подсказывала, что эта элегантная симметрия и есть истина. Но интуиция, воспитанная на макроскопическом опыте, готовила физикам жестокую ловушку. И вот на сцену выходит классическая электродинамика, чей неумолимый аппарат превращает триумф Резерфорда в катастрофу. Уравнения Джеймса Клерка Максвелла, безупречно описывающие свет и электромагнетизм, содержат фатальное для планетарной модели требование. Любой электрический заряд, движущийся с ускорением, обязан излучать электромагнитные волны, то есть терять энергию, отдавая ее пространству в виде света. Казалось бы, электрон летит по орбите с постоянной скоростью. Но скорость – величина векторная. Двигаясь по кривой траектории, электрон непрерывно меняет направление своего движения. В языке физики любое изменение направления, даже при неизменном модуле скорости, есть ускорение. Центростремительное ускорение. Мощность этого разрушительного излучения количественно описывает закон, выведенный еще в конце XIX века физиком Джозефом Лармором. Чем меньше становится радиус орбиты электрона, тем стремительнее нарастает интенсивность его излучения. Это означает, что процесс не идет равномерно, он лавинообразно ускоряется сам по себе, толкая электрон к ядру все быстрее и быстрее.
Электрон, вращающийся вокруг ядра, обречен непрерывно светиться. Он испускает фотоны, и с каждым излученным квантом света его орбитальная энергия неуклонно убывает. Теряя энергию, он не может поддерживать прежний радиус вращения. Его траектория начинает закручиваться внутрь, превращаясь в смертельную спираль. Электрон стремительно приближается к ядру, ускоряясь все сильнее, излучая все интенсивнее. Этот процесс лавинообразен. Расчеты показывали, что от момента запуска этой спирали до момента столкновения электрона с ядром проходит ровно 1/100 миллиардная доля секунды. У классической модели была и другая, не менее разрушительная слабость, видимая уже в спектроскопах того времени. Если бы электрон действительно закручивался по спирали, теряя энергию непрерывно и постепенно, он должен был бы излучать свет сразу на всех частотах подряд, создавая сплошную, размытую радугу свечения. Но приборы фиксировали прямо противоположную картину. Раскаленный газообразный водород испускал свет лишь на строго определенных узких линиях спектра, а между ними царила полная темнота. Это противоречие между плавным классическим предсказанием и дискретной линейчатой реальностью стало для физиков еще одним прямым доказательством того, что с моделью атома что-то катастрофически не так. Атом коллапсирует. Вещество аннигилирует само в себе, превращаясь в сгусток экстремальной плотности и вспышку жесткого рентгеновского излучения. И если один атом обязан схлопнуться за неуловимую долю мгновения, то тот же приговор классическая физика выносила абсолютно всей материи Вселенной одновременно, каждому атому каждой звезды, планеты и живой клетки. Ошибка классической физики оказалась куда глубже отдельных неточностей. Ее уравнения категорически запрещали само существование стабильной материи. Фундамент мироздания, на котором строилась вся химия, биология и астрономия, рушился на глазах. Ученые оказались перед пугающей бездной. Либо мы должны переписать законы электродинамики, либо признать, что наш мир – это мимолетная иллюзия, длящаяся мгновение. Разрешение этого парадокса потребует полного отказа от привычной картины мира и погружения в область, где привычная логика перестает работать. И как же физики выбрались из этой бездны? В 1913 году Нильс Бор предложил решение, которое современники поначалу сочли отчаянным теоретическим произволом. Он не стал опровергать электродинамику Максвелла, а ввел для микромира набор произвольных запретов. Бор постулировал существование привилегированных состояний. Электрон, пребывая на одной из таких разрешенных орбит, обладает строго фиксированным запасом энергии и освобождается от обязанности излучать. Дополнительным условием отбора этих орбит служило требование, чтобы момент импульса электрона был кратен целому числу, умноженному на приведенную постоянную Планка, ту самую фундаментальную величину, которую сам Макс Планк ввел годами ранее для описания теплового излучения. Классический закон, требующий от ускоряющегося заряда непрерывно терять энергию, в этих специфических состояниях переставал действовать. Излучение или поглощение света происходило исключительно в моменты дискретных переходов, когда электрон мгновенно менял орбиту, испуская или поглощая порцию энергии, строго равную разнице между уровнями. Эта конструкция феноменально точно воспроизвела спектральные линии водорода. Математический аппарат выдавал значения, совпадавшие с экспериментом до 7-го знака после запятой,
Однако за этим триумфом скрывалась фундаментальная концептуальная трещина. Модель категорически отказывалась работать для атома гелия, содержащего всего на 1 электрон больше. Физики-теоретики, воспитанные на строгости и причинности, были в ярости. Они справедливо указывали, что Бор не объяснил природу запрета на излучение, а просто объявил его аксиомой. Это был математический костыль, искусственно удерживающий электрон от падения. Когда коллеги требовали логического обоснования, почему электрон перестает подчиняться вековым законам, Бор отвечал с вызывающим прагматизмом, призывая перестать мыслить классическими категориями и просто считать. Истинное освобождение от этого концептуального тупика произошло лишь в 1920-х годах, когда природа явила свою подлинную, не укладывающуюся в здравый смысл архитектуру. Революцию совершил Луи де Бройль, выдвинувший гипотезу, перевернувшую онтологический статус элементарных частиц. Он предположил, что дуализм, присущий свету, универсален. Материальные объекты, в том числе электроны, обладают не только корпускулярными, но и волновыми свойствами. Длина волны для электрона, движущегося в атоме, оказалась сопоставимой с размерами самого атома. Это означало, что классическое понятие материальной точки, летящей по четкой траектории, полностью утрачивает применимость. Эрвин Шрёдингер развил эту идею, сформулировав волновую механику, где электрон утратил статус локальной материальной точки. Он предстал как непрерывное трехмерное волновое возмущение, пронизывающее пространство вокруг ядра. Фундаментальное следствие этого перехода кроется в феномене стоячей волны. Когда волновое поле замыкается само на себя в микроскопическом объеме, оно не перемещается по замкнутой траектории, подобно водной ряби. Происходит интерференция, рождающая стационарную, лишенную фазовой скорости структуру. Узлы и пучности этой стоячей волны выстраиваются в строгие геометрические конфигурации, определяющие форму атомных орбиталей. Стационарное волновое поле не переносит энергию сквозь пространство. В нем отсутствует классическое ускорение точечного заряда, поскольку заряд не движется из точки в точку, а распределен непрерывно. Исчезновение переноса энергии автоматически снимает требования непрерывного электромагнитного излучения. Электронное облако существует как устойчивая резонансная мода, не требующая затрат энергии на поддержание своего состояния. Шокирующая истина квантовой механики заключается в том, что электрон способен пронизывать ядро насквозь, обладая ненулевой вероятностью обнаружения в самой его сердцевине. Однако это присутствие не ведет к коллапсу, поскольку фундаментальная архитектура реальности лишена самого дна, в которое можно было бы провалиться. В макроскопическом мире энергия кажется нам непрерывной величиной, способной принимать любые, сколь угодно малые значения, подобно плавному скатыванию по наклонной плоскости. Однако на уровне элементарных частиц пространство состояний дискретно и представляет собой строгую иерархию разрешенных энергетических уровней, возникающих как собственные значения волнового уравнения. Электрон, связанный электрическим полем ядра, может обладать лишь строго определенными порциями энергии, и этот спектр имеет жесткую нижнюю границу. Состояние с минимально возможной энергией называется основным, и оно выступает в роли абсолютного квантового пола. В классической модели падение электрона на ядро
требовало бы непрерывного излучения фотонов, плавной потери энергии и постепенного опускания все ниже. Но в квантовой системе переход на более низкий уровень требует наличия свободного, незанятого состояния с меньшей энергией, поскольку математический аппарат квантовой теории не допускает существования энергетических уровней ниже основного, электрону просто некуда отдавать излишки энергии. Он оказывается запертым на самой нижней ступени иерархии, под которой зияет абсолютная пустота несуществующих состояний, делая дальнейшее падение онтологически невозможным. Этот запрет на бесконечное сжатие пространства получает свое глубочайшее обоснование в принципе неопределенности, сформулированном Вернером Гейзенбергом и разрушившим саму идею одновременного точного знания координаты и импульса частицы. Этот принцип отражает не ограничения наших измерительных приборов, а базовое свойство самой материи, проявляющееся в жесткой взаимозависимости пространственной локализации и кинетической активности. Если бы мы попытались насильственно загнать электрон в микроскопический объем атомного ядра, мы бы колоссально уменьшили неопределенность его положения, заперев частицу в крошечной пространственной ячейке. Природа отвечает на такое экстремальное сжатие взрывным ростом неопределенности импульса, что на языке физики означает появление у частицы чудовищной, практически бесконечной кинетической энергии, называемой энергией нулевых колебаний. Эта кинетическая энергия, порожденная самим фактом пространственного ограничения, создает колоссальное квантовое давление, направленное наружу. Реальный размер атома водорода, составляющий примерно 50 пикометров, задается точной точкой термодинамического и квантового равновесия, где кулоновское притяжение, стремящееся обрушить электронное ядро, в точности компенсируется квантовым отталкиванием, возникающим из-за принципа неопределенности. Любая попытка уменьшить этот радиус неминуемо приводит к такому всплеску кинетической энергии, который с легкостью преодолевает электрическое притяжение и выбрасывает частицу обратно в пространство. Окончательный отказ от планетарных аналогий требует полного пересмотра онтологического статуса самой частицы, которая перестает быть компактным материальным шариком, движущимся по заданной траектории. Математический аппарат квантовой механики описывает электрон не как точку в пространстве, а как непрерывное поле амплитуды вероятности, размазанное вокруг ядра в виде сложной трехмерной структуры. Квадрат модуля этой волновой функции в каждой точке пространства задает плотность вероятности обнаружения частицы при проведении измерения. Электрон не летает вокруг ядра и не падает на него, потому что он одновременно присутствует во всем объеме своего облака, существуя в виде суперпозиции всех возможных положений. Эта вероятностная субстанция обладает собственной внутренней динамикой, подчиняющейся строгим волновым законам, где интерференция и дифракция заменяют привычные нам столкновения и трения. Твердость окружающих нас предметов, невозможность пройти сквозь стену или упасть сквозь пол обеспечивается не механическим контактом твердых сфер, а электромагнитным отталкиванием и непреложным квантовым запретом на сжатие этих размазанных вероятностных облаков. Форму и стабильность материи обеспечивает непрерывный, идеально сбалансированный танец волновых функций, удерживаемых в узде фундаментальными законами квантовой теории поля, а вовсе не статичная монолитность вещества. Здесь стоит разобрать еще одну загадку, которая на первый взгляд
кажется частной технической деталью, но на деле обнажает всю глубину разрыва между старой и новой физикой. В основном состоянии атома водорода электрон обладает нулевым орбитальным моментом импульса. В классической механике это утверждение звучит как приговор. Если тело движется вокруг центра и его момент импульса равен нулю, значит оно движется не по окружности, а строго по прямой линии, проходящей через сам центр притяжения. Для планетарной модели это означало бы неминуемое лобовое столкновение электрона с ядром, происходящее не за 1 стомиллиардную долю секунды, а мгновенно, в первое же мгновение существования атома. Квантовая механика разрешает этот тупик, полностью меняя саму природу вопроса. Радиальное уравнение Шрёдингера показывает, что даже при нулевом орбитальном моменте электрон обладает так называемым квантовым радиальным давлением, порождаемым тем же принципом неопределенности, которое заменяет собой классический центробежный барьер и удерживает частицу от коллапса в точку. Кинетическая энергия у электрона при этом есть, и весьма значительное, но пространственного вращения. В привычном механическом смысле этого слова не существует. Понятие энергии движения и вращения в пространстве, слитые воедино в классической механике, в квантовом мире расходятся, и электрон способен обладать первым, полностью лишившись второго. Парадоксальным образом утверждение о том, что электрон никогда не достигает ядра, оказывается верным лишь отчасти, поскольку волновая природа частицы наделяет ее способностью регулярно вторгаться в область, классически запрещенную для орбитального движения. В сферически симметричных состояниях, которые в спектроскопии обозначаются буквой «S», радиальная часть волновой функции не обращается в ноль в центре координат. Это означает, что плотность вероятности обнаружения электрона достигает своего локального максимума именно внутри ядра, в области радиусом порядка нескольких фемтометров. Электрон такой орбитали систематически пронизывает ядерный объем, проводя там конечную долю своего квантового времени, проникая сквозь энергетический барьер посредством явления, которое физики называют квантовым туннелированием, способностью частицы преодолевать преграду, недоступную ей с точки зрения классической механики. В подавляющем большинстве случаев это внутреннее присутствие остается без последствий, поскольку электромагнитное взаимодействие не способно радикально изменить судьбу частицы, оказавшейся в ядерной ловушке. Прямым экспериментальным свидетельством того, что электрон действительно ощущает присутствие ядра изнутри, служит эффект сверхтонкого расщепления атомных спектров, крошечного дополнительного дробления спектральных линий, возникающего из-за взаимодействия электрона с магнитным моментом самого ядра. Однако в определенных нестабильных изотопах, испытывающих дефицит энергии, в игру вступает слабое ядерное взаимодействие, способное превратить сам факт присутствия электрона в ядре в акт трансмутации материи. Процесс, известный как электронный захват, разворачивается как квантовое превращение, в котором протон ядра поглощает один из электронов внутренней оболочки, превращаясь в нейтрон с одновременным испусканием электронного нейтрина. На языке физики элементарных частиц это событие означает, что один из так называемых верхних кварков, входящих в состав протона, переходит в нижний кварк под действием слабого взаимодействия, меняя тем самым саму идентичность нуклона.
Этот акт подчиняется законам сохранения электрического заряда, лептонного числа и барионного числа, но радикально меняет химическую идентичность атома. Ядро, потерявшее один положительный заряд, перестает быть ядром исходного элемента и становится ядром элемента, расположенного на одну клетку левее в периодической таблице Менделеева. Реакция эта возможна лишь тогда, когда масса материнского ядра превышает массу дочернего ядра на достаточную величину, называемую энергетическим порогом реакции. Именно поэтому, к примеру, стабильный водород, простейший из атомов, электронному захвату не подвержен. Энергетического избытка, необходимого для превращения его единственного протона в нейтрон, попросту не существует, и такое превращение термодинамически запрещено. Освободившаяся вакансия на внутренней электронной оболочке немедленно заполняется электроном с более высокого уровня, что сопровождается испусканием характеристического рентгеновского излучения или ожи электронов, делая весь процесс наблюдаемым в детекторах. Феномен электронного захвата служит прямым экспериментальным подтверждением того, что волновая функция электрона действительно проникает в ядерную область и что квантовая вероятность может материализоваться в виде акта ядерного превращения, недоступного классической механике. Тем не менее, существует область Вселенной, где даже квантовый запрет на сжатие оказывается бессилен перед неумолимой мощью гравитационного коллапса. На атомных масштабах гравитационное притяжение ничтожно мало. Оно слабее кулоновского электрического взаимодействия в невообразимое число раз, что-то около единицы с 36 нулями. Именно поэтому судьбу отдельного атома определяет исключительно электромагнетизм, тогда как ядро атома удерживает от кулоновского разлета совершенно иная сила, сильное ядерное взаимодействие, действующее лишь на ничтожных расстояниях порядка размера самого ядра. Но когда речь заходит не об одном атоме, а о массе целой звезды, слабая на микроуровне гравитация суммируется по триллионам триллионов частиц и в конце концов побеждает. Когда массивная звезда, превышающая определенный порог по массе, исчерпывает термоядерное топливо, внешние слои обрушиваются к центру с чудовищной силой. В обычных белых карликах равновесие поддерживается давлением вырожденного электронного газа, тем самым квантовым отталкиванием, которое возникает из принципа неопределенности и принципа Паули, запрещающего двум фермионам занимать одно и то же квантовое состояние. Но когда масса коллапсирующего остатка превышает предел, установленный Субраманьяном Чандрасекаром, и составляющий примерно 1,4 массы Солнца, гравитационная энергия превосходит максимально возможное давление вырожденных электронов. Принцип неопределенности продолжает действовать, однако релятивистские поправки к кинетической энергии электронов делают уравнение состояния мягче, и квантовое сопротивление перестает расти достаточно быстро, чтобы уравновесить нарастающее гравитационное сжатие. В этот момент электроны насильно вжимаются в атомные ядра, и происходит процесс, физически идентичный электронному захвату, но доведенный до тотального масштаба. Протоны сливаются с электронами, образуя нейтроны и потоки нейтрино, которые уносят колоссальную энергию, оставляя после себя объект, состоящий практически из чистых нейтронов. Рождается нейтронная звезда, сгусток ядерной материи диаметром порядка 20 километров, но содержащий массу
сравнимую с массой Солнца, фактически одно исполинское атомное ядро. Плотность такого объекта столь чудовищна, что чайная ложка его вещества весила бы сотни миллионов тонн. Нейтронная звезда удерживается от дальнейшего коллапса в черную дыру уже не электронным, а нейтронным вырожденным давлением, а также отталкиванием на уровне сильных ядерных сил, вплоть до собственного предела устойчивости, названного в честь физиков Роберта Оппенгеймера и Джорджа Волкова. За этой границей, оцениваемой в несколько масс Солнца, не способно устоять уже и нейтронное вырождение, и звезда неизбежно продолжает сжиматься дальше, в черную дыру. Стабильность привычной нам материи оказывается хрупким равновесием, существующим лишь до тех пор, пока гравитация не превысит определенный порог, за которым квантовые законы перестают защищать атомную структуру. Тончайшим инструментом проверки самой архитектуры квантовой теории служат экзотические атомные системы, в которых привычный электрон заменяется его тяжелым родственником – мюоном. Эта элементарная частица, открытая в космических лучах и принадлежащая к тому же классу лептонов, что и электрон, обладает идентичным электрическим зарядом и спином, но ее масса превосходит электронную ровно в 207 раз. Поскольку характерный размер атомной орбитали обратно пропорционален массе связанной частицы, мюонный атом оказывается сжатым во столько же раз по сравнению с обычным. Радиус первой боровской орбитали для мюонного водорода составляет приблизительно 2,7 фемтометра, что сопоставимо с размерами самого протона. Мюон проводит значительную часть своего непродолжительного существования внутри протонного объема, и его волновая функция чувствительна не к точечному заряду ядра, а к распределению заряда по конечному объему. Измерение энергетических уровней мюонного водорода, в частности тонкого сдвига, называемого лэмбовским сдвигом, позволяет с беспрецедентной точностью определить так называемый зарядовый радиус протона, эффективный размер распределения положительного заряда внутри этой фундаментальной частицы. Именно эксперименты с мюонным водородом в 2010 году выявили расхождение с данными, полученными на обычных атомах водорода, породив так называемую загадку радиуса протона, которая стимулировала пересмотр как экспериментальных методик, так и теоретических расчетов квантовой электродинамики. Существование и свойства мюонных атомов служат прямым доказательством того, что размер атомной системы подчиняется фундаментальной взаимосвязи массы частицы, постоянной Планка и электромагнитной константы связи. Изменяя массу связанного лептона, физики получают возможность масштабировать атом в сотни раз, подтверждая, что вся периодическая таблица элементов со всем ее химическим разнообразием есть прямое следствие квантовых законов, управляющих поведением частиц, с конкретными массами и зарядами в кулоновском поле ядра. Ощущение непоколебимой твердости окружающего мира оказывается грандиозной иллюзией, сотканной из зияющей пустоты и квантовых запретов. Когда вы опираетесь рукой о массивный дубовый стол, ваши атомы никогда не соприкасаются с атомами древесины. На фундаментальном уровне материя состоит из пустоты на 99,9999 десятимиллионных долей процента. То, что мы воспринимаем как монолитную непробиваемую преграду, есть проявление двух невидимых щитов.
Первый щит – это электромагнитное отталкивание электронных оболочек, чьи одноименные заряды создают мощное кулоновское поле, отталкивающее внешние атомы. Но одного лишь электромагнетизма оказалось бы недостаточно, чтобы объяснить абсолютную непроницаемость вещества. Второй, подлинно фундаментальный щит воздвигает принцип запрета Паули, объявляющий вне закона нахождение двух тождественных фермионов в одном квантовом состоянии. Когда электронные облака вашей ладони и поверхности стола начинают перекрываться, принцип Паули требует, чтобы электроны переходили на более высокие энергетические уровни, поскольку нижние уже безвозвратно заняты. Этот вынужденный переход требует колоссальных затрат энергии, что макроскопически проявляется как жесткое механическое сопротивление. Невозможность провалиться сквозь пол обусловлена фундаментальным запретом квантовой статистики, категорически запрещающим электронам двух тел занимать одни и те же ячейки фазового пространства. Твердость материи есть прямое следствие фундаментального закона, управляющего поведением частиц с полуцелым спином. Вся периодическая таблица Менделеева, все химические реакции, все биологические процессы и геологические эпохи существуют лишь благодаря тому хрупкому балансу, который мы сегодня исследовали. Атом удерживается в своем размере благодаря тому, что кулоновское притяжение ядра вступает в непримиримое противоборство с квантовым давлением, порождаемым принципом неопределенности. Электрон заперт на самом нижнем энергетическом уровне, под которым Вселенная не предусмотрела ни единого свободного состояния. И все это время волновая природа частицы позволяет ей существовать в виде размазанного вероятностного облака, лишенного классической траектории и избавленного от необходимости непрерывно излучать энергию. Стабильность вещества представляет собой непрерывный, идеально выверенный динамический процесс, далекий от статичного застывания материи. Электронное облако пульсирует, флуктуирует, взаимодействует с вакуумными модами электромагнитного поля, оставаясь при этом в строго заданных квантовых рамках. Мы являемся частью этой грандиозной квантовой архитектуры, где каждое наше движение, каждое биение сердца и каждая мысль опираются на нерушимые законы микромира. На этом наш путь сквозь тайны атомного ядра и квантовых орбиталей подходит к своему логическому завершению. Мы прошли путь от катастрофического краха планетарной модели Резерфорда до осознания того, что сама ткань реальности соткана из вероятностных волн и фундаментальных запретов. Три столпа стабильности, квантовая лестница энергетических уровней, принцип неопределенности и вероятностная природа частиц вместе образуют тот невидимый каркас, на котором держится вся наблюдаемая Вселенная. Если этот выпуск позволил вам взглянуть на привычные предметы совершенно новыми глазами, я буду признателен за вашу поддержку в виде подписки и нажатого лайка. Поделитесь в комментариях, какая из рассмотренных концепций произвела на вас наибольшее впечатление и какие аспекты квантовой физики вы хотели бы увидеть в будущих материалах. В следующем выпуске мы пересечем горизонт событий и поговорим о том, как квантовые эффекты управляют судьбой самых экзотических объектов во Вселенной, заставляя даже черные дыры медленно испаряться в холодном космическом вакууме. До новых встреч на границах познания.